Если честно, я себя здесь с первого дня чувствую, как будто я дома. Если я приехала в Россию, значит, я люблю Россию и русский народ. Это мой второй дом. Я их принимаю как своих близких и родных. Мне было такое решение несложно принять, что приехать в Россию и поменять что-то в своей жизни, но я всегда думаю, что будет на лучшую сторону. Я родилась в центральной Босне. К сожалению, я там сейчас очень редко бываю. Дети выросли, уже начала своя жизнь, внуки уже было 3. Я их вырастила, свою жизнь, то есть свою семью они уже формировали, и мне надо было решить что-то для себя. Можно было в Германию, можно было в Австрию, можно было везде, но, если честно, Россия. Для нас, вообще-то, Россия – это наши братья. Это православный народ. Россия самая лучшая страна для нас. Вообще-то я здесь как будто я попала в рай. Вот прям так. Каждый человек выбирает это, что он любит. Я вообще-то люблю кухню, сама люблю готовить. И, может быть, за это и выбрала. Технология пищевого производства. Хотелось вообще-то поменять все в своей жизни. А мне здесь было все равно, что буду я делать, что буду работать, что вообще-то... У меня всегда есть впереди что-то, желание какое-то. Я такая всегда была упертая. Если я то по гороскопу близнец, но я как бык. Если у меня там какой-то цель есть, я прям иду на эту цель, ну и через стенку. Раньше здесь была самая большая птицефабрика в России. Мы отсюда начинали это все. У Завидово уже была очень-очень большая стройка. У нас была очень большая кухня, мы готовили на 1500 человек. Пока я была у Завидово, я привела своего сына в Москву. Ты не любите майка? И в какое-то время он мне говорит: ну, ты знаешь, мама, здесь бы было так хорошо делать нашу питу, наш бурек. Не, бурек бы здесь так хорошо шел, пита наша. Да. Ну, я думаю, где-то так услышала, я шаг сделала, я это хочу, и все. Ну, пусть будет как бы не было, но я вот все, я решила, и ну, как бы не было, но я это сделаю. Боже, строгий я руководитель или нет? Я где-то до января месяца искала по Москве какое-то помещение, где открыть это свое производство. Очень сложно найти пекара, который это делает. Нет такой школы, которая это научит. Производство бурека, питы – это традиция. Для развития моего бизнеса как раз подходило Завидово. И с сентября 2015 года уже производство начало. Первый год очень был сложный и очень был тяжелый, потому что это не так просто. Когда ты иностранец, чтобы не нарушить правила этой страны, чтобы не нарушить закон, надо сначала проучить закон, что можно, что невозможно, что смеешь, что не смеешь. Как открыть это производство? Со сыном мы упаковали коробку этой нашей полной продукции и ходили по ресторанам. Что сербским, что русским. Ну, как я могу вам продать продукт, если я вам не принесла? Мне некоторые говорят: ты неправильно начинала бизнес. Я говорю: ну как? Но вот тебе надо было сначала найти сбыта, потом открывать бизнес. Я говорю: смысл. Вот я вам сейчас пришла и скажу: вы будете покупать у меня бурек, питу, тесто, фило, сербскую выпечку? Вы говорите: а это что? А я вам покажу картинку, если вы это будете покупать, я это буду производить. Это смешно, да?
No kada u tebe ti prihodiš s karobku iz svog proizvodstva sa polnom produkcijom koju ti vyložiš na stol, u kojoj je i naklejka, i sertifikat, i sposob prigotovljenja, to drugo je djelo, to vygledi seriozno. Vrijeme идет, прибыли никак, очень сложно, очень тяжело. Думаю, Господи, может быть, я это закрою, но не хочу. Вот как закрою? Нет, я только добила с этого, что моя мечта такая, вот в свое, вот как-то я хочу им показать и доказать, что это можно. Все равно я родилась под какой-то звездой, которая блестит сверху. Строительная компания, для которой мы работали, когда я работала у хозяина, они все знали, что я открываю свой бизнес. Они начали покупать для себя. И потом один день звонок, нам надо кормить наших рабочих. У нас сейчас 200 человек, и нам надо кушать. Но мы не хотим никого другого, кроме тебя. Ну, мы знаем, что у тебя вкусно, что ты нас кормила. Я сняла помещение, покупала оборудование и начала кормить строителей. I dalje na toj samoj strojki načeli, znači, 1500 ljudi každi dan. I každi mjesec i každi god proizvodstvo uveličivalo se. Kada je ta kuhnja tam stala malenkoj dla prigotovljenja objedov dla strojitelja, ja načela iskat boljše pomješćenje. I вот получilo se to pomješćenje gdje mi čas. Dobar dan, kako ste dečaci? Dobro, zdravo, radno. Получilo se što je pomješćenje i što možno otkriti какую-то столовую, restoran. Движение какое то идет, покупают больше и больше. Мы сейчас в день выпекаем 100-150 pita этих, которые килограммовые. Тесто фила уже покупают рестораны наши у Москвы. За время пандемии каждый ресторан мог работать на вынос, но у них этого не было. У меня было сразу. Не работал сам ресторан, но кухня работала. Очень много людей были закрыты. Вот я знаю, что было люди, которые не выходили на улицу. Думаю, Господи, как помочь, чем помочь? Но я всегда думаю, когда находишься в какой-то беде, не обязательно дать человеку деньги, дай ему покушать. Деньги когда он будет здоров, он заработает, но чтобы он не был голодный. Думаю, может быть, давай я попробую, может быть, кто-то откликнется. Я объявление дала, что если кто-то голодный, если кому-то нечего кушать, если не стесняйтесь, вот мой номер телефона, не там чьи-то из рабочих, но мой номер телефона, звоните. Но первые пару дней, может быть, кто-то и стеснялся, и не было такого. Но я сказала своим поварам, вы всегда готовьте больше, не знаешь, когда кому-то может понадобиться. Потом начали звонить. Сначала студенты. Я всегда говорила, упакуйте больше, упакуйте не за одного, но за 5, за 10. Вот пожарите им 10-15 вот их наших пита и отправите. Это для них было, для нас то может быть ничего, а для них то много. А потом начали откликаться и пожилые люди. Кто-то из наших попал в больницу, именно Пирогова. Дали контакт женщины-анестезиолога. Она говорит, ой, вы знаете, не знаем, нам то как-то стыдно, но у нас тут 25 докторов, сестры, которые не выходят, это красная зона, они вообще не выходят никуда. Если что-то сможете вы отправить, мы бы были благодарны. Были три клиники, где-то около 75 врачей, где я отправляла это. Жизнь это одна секунда. Ты сейчас здесь есть, а сейчас тебя нет. Мои родители всегда говорили, будь человеком и с одним рублем у карману, и с миллион, и без одного. Будь один и тот же. И еще такая поговорка есть, помоги, и Бог поможет. Тем более в моем бизнесе надо всегда держать руку открытую. Когда ты дашь и получишь. Это правило. И сербскому братскому милости и благодати на долгие-долгие годы. С праздником всех вас! Это храм, он никогда ни один день не закрывался.
Больше 20 лет наш владыка служит в этом храму. Очень много русских друзей, потому что я везде, где встречаюсь, и встречаюсь очень много, потому что очень много мероприятий проходит. И, если честно, со всем, которым познакомилась, я совсем осталась дружить. Если бы сейчас я открыла свою книжку у телефону, там одни русские друзья. Мы зашли в это заведение. Мне как-то чувствуется душа, ну как тепло. Настолько прекрасных заведений, как имеет Москва, что касается очень много театров, очень много кинотеатров, очень много библиотек, которые прочитать книгу, посмотреть какой-то фильм или что-то. Это счастье, правда, попасть в такой, это рай на земле, правда. Если я приехала в Россию, значит, я люблю Россию и русский народ. Это мой второй дом. Я их принимаю как своих близких и родных. Если честно, я еще не встретила ни одного русского, который со мной не нашел такой общий язык. Нас Америка вообще ненавидит, православный народ. Я думаю, что они хотят у нас уничтожить полностью. В Югославии жило очень много наций, но как и у вас в России сейчас. И всегда жило, да? Не читали нации, не читаем никто нацию. Вот вы русский, ты там православный христианин или католик, или мусульман, это не читается. Читается, что ты русский. Значит, я русский. Вот мы были югословени. Там были нации, все нации. Но Америка это, которая, то есть эти, которые нас ненавидят, они хотят это все разрушить. Какой им цель, честно сказать не могу, не знаю, но они хотят превратить этот мир в что-то, что им удобно, что им нравится, что им... Но они хотят отнять это наше добро, которое у нас есть, которое у них никогда не будет. Везде, где война произошла, след оставила Америка. У своей стране не смогут сделать ничего нормального. Они разрушают это наше везде, где было такое хорошее и доброе. А русские люди наши братья. Мы друг друга всегда понимаем, потому что мы один народ. Какие русские? Это наши, свои, родные. Вот как-то так. Я их так принимаю. Сегодня сделаем из моего производства домашнее тесто фило. Из теста фила будем делать питу. Из этого теста очень легко сделать питу с любой начинкой. Посыпаем маслом подсолнечным, простым, обычным. Выкладываем начинку. Значит, только на один угол. Выкладываем противну одну до другой и следующую. Готовим сегодня в духовку и выпекаем. И готово, можно кушать. Русская кухня очень похожа на нашу, потому что наша традиция очень похожа. Потому что у вас очень много тоже блюд из теста. Я когда начала готовить в России, в этой кухне, где я была, спрашивают, а борщ готовите? Что такое борщ? Ну, что такое? А что там? Я думала, что такое? Какое блюдо такая чудная, столько овощей туда, и тем более свекла. У нас свекла не делается вообще так, это салат только делается. Свекла или сок, когда ты болеешь. Научила готовить борщ. Если честно, я его очень люблю. Если честно, когда я первый раз попробовала гречку, ой, Господи Боже, для меня это было странно. Что вообще такое? Это никто кушать не может в жизни. Ну, у нас такого не было вообще. Это первое, что мне не понравилось. И первое, что я сейчас
очень люблю и кушаю каждый день. Это мое любимое блюдо. У нас нет масленицы, как у вас. Готовит се посту, не кушается эту неделю мясо, а чтобы была такая блинная неделя, как здесь, и чтобы была масленица, такого нет. А чтобы так отмечалось, как отмечается у вас, это замечательно. Мы разные там блины сделали, вот с этим, как вот мы покажем русским, что у нас тоже блины есть, да. Но кроме этого мы забрали с собой и плескавицы, и остальное, конечно, наши блины никто и не попробовал. Две плескавицы. Анна, спасибо большое, что вы каждый год поддерживаете нашу масленицу. Приезжаете и показываете, какие потрясающие сербские традиции есть. Знаю, это моя любовь. Я знаю. И вместе с ней. Конечно. Но, если честно, я не путешествовала много. Времени не было. Бизнес такой сложный. Больше всего каждый год я иду в минеральные воды. Вот, потому что я сама родилась там, где высоко, где гора, где хороший воздух, не знаю. И там очень вкусный домашний кофе. Вот в этом году собираюсь на Крым. Санкт-Петербург очень часто, да. Я читаю, что Россия моя страна. И я не знаю, как бы, вот я сейчас, когда уезжаю домой на 10 дней, вот я там родилась, там жила, там больше всего своей жизни прожила, там мои родные и близкие. Но долго быть не могу. Не знаю почему, но лучше себя чувствую здесь. Может быть, это неправильно, может быть, это кому-то не нравится. Но я здесь спокойнее. Мне здесь как-то... я здесь нашла себя. Это моя жизнь, это часть моей жизни, где я сделала что-то, что останет на память для моих детей, для моих внуков. 90% моей мечты исполнилось. Бизнес я поставила на ноги. Сын купил землю в Тверской области, он там будет построить свое здание, свой ресторан откроет там. Дорога есть, бизнес есть, все двери открыты, пусть работают, продолжают, если хотят. Я постараюсь после 60, еще осталось немного. У меня еще одна мечта осталась пройти Россию везде, посмотреть, как живут эти на северу, на югу. Это, что я не знаю о России. Я хочу узнать, хочу увидеть. Просто хочу больше узнать Россию. Путешествовать, написать какую-то книгу о своей жизни, которая прошла в России. А дальше посмотрим. После 100 лет не знаю, что будет. Я себя чувствую как русская. Мне документ не нужен. Я себя здесь чувствую как русская. Вот я русская. Россия, я люблю тебя.